Привет, друзья! В эфире рыболовный клуб Кричевичи и наша рубрика «Тест-драйв». Рубрика «Тест-драйв» – это то место, где мы знакомим своих зрителей с новинками карповых снастей, карпового оборудования, то, что мы используем, чем мы пользуемся. Причем, прошу заметить, то есть это не рекламные видео. Мы не торгуем этими вещами, мы не отрабатываем свои деньги перед спонсорами, мы просто советуем то, чем мы пользуемся. 2 часа времени потрачены зря. Ничего из этой затеи не получилось, так как выносной микрофон забыл я дома, и когда в офисе начал я это видео монтировать, оказалось, что из-за сильного ветра просто ничего не слышно. Ну, примерно это выглядело бы вот так. Слушать в таком качестве, конечно же, фиговенько, поэтому мы решили отложить обзор этого шатра до лучших времен. Возможно, до весны, а возможно, вообще о нем видео не снимать. Это же не тактика ловли, не оснастки, не поиск точки и так далее. Но в последнее время и в личной переписке, и в комментариях к нашим видео слишком много вопросов от зрителей именно про этот шатер. Ну, а если людям интересно, значит, надо на их вопросы отвечать. Поэтому поехали. Началось все с того, что весной этого 2018 года наш клуб искал себе палатку под рабочку. Кто-то называет ее рабочкой, как мы, к примеру, кто-то называет ее лабораторией. Одним словом, это то место, где карпятники вяжут стики, делают поводки и, в принципе, занимаются таким своим своеобразным творчеством. Требования, которые у нас были к шатру или палатке под лабораторию. Первое. Он должен обладать 2 входами. Обязательно логистически для нас это очень важно, так как на соревнованиях это очень удобно и экономит спортсмену время. Второе, конечно же, в нем должны быть москитные сетки, в нем должно быть не жарко, он должен хорошо продуваться. Ну и третье, он должен держать дождь, ветер и так далее. Ну и, кстати, пока мы с вами тут о шатре рассуждаем, ребята на Кубке Удачи 2018 года на шикарном водоеме Марьевка поймали рыбку, если я не ошибаюсь, весом 21 килограмм и 600 грамм. Ну и самое главное требование к нашей рабочке. Так как очень много времени мы проводим на водоеме Кричевичи, на котором есть помосты, и вся работа спортсмена проходит именно с этих помостов, то он должен иметь компактные размеры, дабы стоять в уголке и не мешать спортсменам забрасывать удочки, вываживать рыбу, ну и заниматься, соответственно, всем тем, чем занимаются спортсмены на соревнованиях. Выбор пал у нас на шатер Solar, который, в принципе, подходил под все наши требования. У него 2 входа, он имеет достаточно компактные размеры, и по описанию, и по отзывам в интернете, которых, кстати, было совсем немного, но все-таки они были, он достаточно удобный. Вот у нас красивое профессиональное видео, снятое компанией Solar. Возможно, вы уже его видели, но для полноты картины мы его тоже сюда добавим. Поднимаем переднее окно, и вход в палатку становится прозрачным. Если на улице дождь, а мы, естественно, находимся внутри, то через это прозрачное окно мы можем смотреть, что у нас делается в секторе. При необходимости мы видим, что делают соседи, что очень важно на соревнованиях иногда бывает. Ну, либо просто наслаждаемся дождем и прелестями природы. Ну, а если дождя нет, но есть комары, то вам поможет москитная сетка. Ни один кровосос в вашу палатку не залетит. Ну, а если нет ни дождя, ни комаров, то мы просто поднимаем дверь и получаем большой удобный вход. Упакован наш шатер вот в такой вот красивый чехольчик, как на видео. И, кстати, очень важно, очень быстро и удобно он собирается. Мы засекали время 5 минут, абсолютно достаточно для того, чтобы поставить его вместе с полом и с крышей. Причем, если некоторые палатки одному собирать неудобно, то тут совершенно другая ситуация. Если вы даже сами без напарника поехали либо на рыбалку, либо на соревнования, то, повторюсь, в течение 5 минут вы без проблем ставите этот шатер вместе с полом и с крышей. Ну и спереди есть очень красивый козырек, который защищает в жаркую погоду от солнечных лучей, ну а в дождливую, соответственно, защищает ваш вход и вашу дверь от потоков дождя.
То, о чем я говорил в самом начале и что для нас очень важно, это двойной вход. Можно сзади оставить москитную сетку, опять же, для того, чтобы комары не залетали в палатку. Ну, а можно эту москитную сетку убрать, и это просто будет такая полноценная, хорошая, классная дверь. Ну, крепление для палок, по-моему, присутствует, в принципе, во всех современных палатках. Это было рекламное видео от Solar, а теперь немножко практики. Итак, что мы имеем? Первое. Мы имеем достаточно компактные транспортные размеры и легкий вес. Но, несмотря на это, в разложенном состоянии шатер имеет размеры 2,5 на 2,5 метра. В него, как вы видите по этому видео, без проблем помещается 2 раскладушки и монтажный столик. То есть, если вы едете с напарником на рыбалку, вы можете его использовать как обычную палатку. Отличная вентиляция и москитные сетки делают его очень удобным и комфортным для времяпрепровождения рыбака, который находится внутри этого шатра. Тут вообще никаких претензий, вещь просто супер. На помосте на Кричевичах он становится в угол и вообще не мешает работать спортсменам. При ветре нет абсолютно никаких проблем, он стоит как монолит. И в итоге, если в начале сезона мы купили один такой шатер, то после первых же соревнований мы купили еще 2, и теперь весь клуб Кричевичи укомплектован вот такими вот шатрами от Solar. Что нам единственное не удалось проверить в этом сезоне, так это водоустойчивость. Просто не попадали мы на соревнования с сильным дождем, поэтому тут сказать ничего не могу. Ну и теперь немножко о минусах. Все-таки это шатер, и как в любом шатре у него есть штормовые растяжки. Тут они прячутся вот в таких вот кармашках. Так вот, при обычной погоде или при небольшом ветре я их натягивать не рекомендую. Потому что вы услышите паровоз, стартанете с места и в итоге зацепитесь за эту растяжку, имеете уникальный шанс пролететь метров 5 головой вперед. Такие ситуации были уже неоднократно. И без этих штормовых растяжек обычный ветер этот шатер выдерживает. Ну и второй, как я считаю, минус – это отсутствие кармашков для ключей телефона, фонарика возле входа. Эти кармашки есть, но они располагаются на задней двери, что лично для меня неудобно. Может быть, кому-то это не важно. Мы попользовались целый сезон шатром Solar и однозначно могу сказать, клуб РК Кричевичи рекомендует этот шатер. Я не буду говорить, в каком магазине мы его купили, чтобы не делать никому рекламу. Магазинов, которые его предлагают на рынке Украины, достаточно много. Я думаю, что если вы его приобретете, вы этой вещью будете довольны. Если это видео вам понравилось, если это видео было вам полезно, есть такая кнопка волшебная в YouTube, называется она лайк. Так вот, жмем эту кнопку. Если же оно было вам бесполезное, либо оно вам совсем не понравилось, можете, что вы можете? Ну, не знаю, можете какие-то гадости в комментариях написать. Ну, типа, Рома, ты мудак, да? Я, конечно, сразу же вас заблокирую, но зато вы напишите то, что думаете. Подписываемся на канал, видео будет в этом сезоне много, очень полезных, интересных, может быть не профессиональных, потому что все-таки у нас нет профессионального оператора, который снимает, но зато я считаю, что главное, чтобы это видео принесло кому-то пользу и помогло поймать рыбу своей мечты. Ну и, кстати, на следующей неделе клуб РК Кричевичи едет в Буковель отдыхать на лыжи. Там будет Игорь, там будет Миша, там будет Коля Мак, там будет Вадим, там будет Леша и еще некоторые ребята. Можете в комментариях писать свои вопросы. Мы, если вопросов будет достаточно много, можем снять видео прямо из Буковеля и, соответственно, на них ответить. Всем спасибо за внимание, всем пока!